Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! И сегодняшний выпуск, спецвыпуск, посвящен нашим делам с 10 по 14 ноября 2022 года. Итак, начнем. Агрогороскоп с 10 по 14 ноября 2022 года. Время, напоминаю, киевское. Итак, у нас 10 и 11 ноября Луна будет находиться в знаке Близнецы. Это уже убывающая Луна, позади полнолуние и лунное затмение. Но энергии по-прежнему еще ощущаются. У нас сожженный путь полнолуния до 13 часов 10, и это еще сложный период. Но вот после 13 часов 10 и 11 можно посвятить это очень важное время в знаке Близнецы, который покровительствует цветам посеву семян эустомы на рассаду. Многие уже ждут этого времени, сеем. А также можно в северных регионах заняться подзимним посевом семян цветов. Это тоже прекрасно получится. Но здесь, помните, 10 после 13 часов. С рассадой в Близнецах не работаем, не беспокоим рассаду. Для цветов, а также комнатных растений мы используем эти дни для защитных мероприятий от вредителей и от болезней. О том, что они беспокоят ваши растения, свидетельствуют ваши просьбы, вопросы. Пожалуйста, лучше профилактика. Обязательно профилактика и профилактика. Ну что ж, поехали дальше. Поливы и подкормки в это время не проводятся. Поливы нельзя проводить, потому что в это время растения занимаются дыханием. Во время дыхания нельзя закрывать клеточки водой. Ну и, естественно, подкормки в это время нехорошо будут воздействовать на растения. Дыхание в первую очередь. Поливы подкормки будут чуть-чуть позже. Дальше сад. Сад после 13 часов 10. Очень много было вопросов, что же можно высадить в саду. А в Близнецах можно высаживать декоративные растения, лианы различные. Это и ягодные лианы, и цветочные, розы. Кстати, клубнику в это время можно высаживать здесь после 13 числа 10, а с 11 все 24 часа. Можно и рябину, ежевику. В принципе, цветочные и декоративные растения, и в том числе вот некоторые ягодные, тоже можно высаживать. Пожалуйста, кто-то не посадил еще клубнику и хочет выращивать ее в каких-то емкостях, вазах, можете посадить, и у вас будет ранний урожай этих ягод. Попробуйте, сделайте такую посадку. Даже если вы еще не будете, нет возможности у вас выращивать в теплице, высаживайте и занесите в теплое место, будет развиваться хорошо корневая система, а как только начинается оттепель, выносите, и потом снова, если мороз, заносите, и у вас будет очень ранняя клубника. Зеленые операции, смотрите внимательно, 10 еще не проводим. Здесь работают энергии сожженного пути полнолуния, а вот уже 11 зеленые операции, напоминаю, это различные зеленые растения в период вегетации. Здесь уже 11 можно начинать. Знаю, что многие пишут, когда же можно пасынки убрать, когда же можно нижние листики желтые отрезать. Пожалуйста, вот 11 можно начинать. Ну, практически этот период у нас один день для этого есть. И это день 11 ноября. Сбор урожая в Близнецах – прекрасное время. Заготовки в это время прекрасно получаются. Вот квашение капусты нельзя в это время проводить. Настойки изумительные, очень прозрачные, вкусные и полезные получаются. Можно собирать лекарственные травы. Кто-то скажет, сибиряков, что какие лекарственные травы у нас мороз и снег. Но нас смотрят и жители теплых стран, тропики и так далее. Там, где цветут травы, сейчас как раз и весна начинается, так что можно этим заниматься там, где есть такие условия. Рыбалка в Близнецах даже при убывающей луне очень плохое время, но можно отдыхать. Для комнатных овощей
Тоже актуальна защита от вредителей и от болезней. Будьте внимательны. Здесь еще раз профилактика. А теперь рассмотрим 3 важных дня, когда можно будет еще провести ряд важных работ. Давайте 12, 13 и 14, это уже у нас будет после выходных, понедельник. Здесь у нас будет Луна без курса с 12 часов 43 минут до 14 часов 48. А уже 14:49 будут работать энергии Льва. Убывающая Луна, и здесь у нас будут работы другие. Поэтому давайте мы рассмотрим сначала выходные, что мы можем сделать. В выходные можно заняться посевами различных зеленых семян зеленых культур для того, чтобы получить вот салатики зеленые, лук, чеснок для витаминной зелени. А также можно проращивать семена различных растений и овощных, и зерновых. Очень полезные вот эти пророщенные семена для салатов. Используйте вот этот момент очень хорошо. Вот это время пришло для рассады. Работаем с рассадой. Для цветов наконец-то и комнатные, и цветы в теплицах, в теплых странах. Здесь очень хорошо поливать их, подкармливать. Для тех, кто выращивает в комнате, пришло время для тех, что укоренились, провести посадку, пересадку, перевалку вот этой цветочной рассады. Ну и для комнатных растений это тоже актуально. Поливаем, подкармливаем и делаем мероприятия, агромероприятия для того, чтобы продолжить жизнь вот этих маленьких саженцев. Поливы в это время прекрасное время. Подкормки уже можно проводить. Для сада поливы очень актуальны. Это касается тех регионов, где засуха. Зеленые операции в знаке стихии воды не делаем, не собираем урожай впрок, только для того, чтобы нужное количество использовать для питания. Заготовки не делаем, портится быстро. Квашение капусты быстро скисает, и очень невкусный, неприятный запах и невкусный получается, поэтому пропускаем. Настойки тоже не делаем и не собираем лекарственные травы. А теперь внимание, убывающая Луна. Да, в знаке Рак это идеальное время для рыбалки. По крайней мере, так считает наш знакомый, который занимается рыбалкой. Он всегда в это время хорошую рыбу приносит домой. Так что используйте эти 2 дня, 12-13, кстати, и сразу же 14 утром тоже хорошо. Комнатные овощи. Многие уже спрашивают, когда уже можно перевалку сделать, большие горшки. Вот это время. Как раз хорошее 12-13, но 14 можно только утром. Так вот, эти используем дни и не только для пересадки, перевалки, и для поливов и подкормочек. Они как раз требуют наши растения вот этого агроприема. Ну и 14 здесь, видите, делится день, понедельник, уже мало кто будет этим делом заниматься, что-то сеять, высаживать, если кто-то работает. Но все равно, вот давайте рассмотрим. Это уже у нас глубоко убывающая Луна. И у нас есть уже опыт посадки чеснока зимового на репку и лук тоже. Поэтому можно после 15 часов 30 минут при хорошей погоде заняться посадкой лука и чеснока на репку. Урожай будет чуть-чуть меньше, чем в Тельце или в Козероге, но растения будут крепкими и здоровыми. С рассадой постарайтесь утром, когда еще будут энергии рака, то есть до 11 часов, посадка, пересадка, перевалка, сделайте все это в этот период. Для цветов до 12 часов 30 минут поливы, подкормки, а также посадка рассады. Ну, посадка рассады до 11 часов. Поливы, пожалуйста, до 12:30. Это самый последний момент. Да, лев – это время не опасное, это не время дыхания, это время огня. Это время для того, чтобы растение занималось семенами, своим будущим. Поэтому в этот период, конечно же, мы стараемся не поливать, но что это бесполезно, не воспринимает воду растения и клеточки. Поэтому поливы постарайтесь до 12:30. Подкормки проведите утром до 10 часов утра. В саду после 15 часов наконец-то можно обрезать. Спрашивают, когда же можно заняться обрезкой. Здесь имеется в виду все садовые растения, виноград. Ну, все, что вы выращиваете в саду, можете обрезать.
Зеленые операции можно только после 15 часов. Помните, у нас с утра еще знак стихии воды не обрезаем. А вот после 15 часов можно и собирать урожай после 15. Заготовки прекрасно получится. Квашение капусты по-прежнему нельзя проводить. Настойки после 15 часов тоже делаем. Собираем лекарственные травы после 15 часов. Рыбалка, напоминаю, только утром. Ну а комнатные растения, пожалуйста, постарайтесь тоже до 12:30 полить, утречком подкормочки дать. И напоминаю, что это период уже слабой вегетации, фотосинтез очень слабый даже при досветке, поэтому подкормки должны быть меньше, чем по инструкции. Ну и можно пересаживать еще утром. Видите, у нас стихия воды и знак рак работает. Он хорошо помогает при посадке, перевалке рассады. Пересадки тоже можете использовать. Но это время используйте, пожалуйста. Видите, у нас Луна без курса с 12:43. Постарайтесь до 12 часов вот эту работу завершить. До 11 это лучшее время, а уже до 12 это самое последнее. Вдруг не успеваете, у меня все время, вот я чуть-чуть на полчаса опоздал. Главное, чтобы вы вот этот период не захватили. И не надо прямо впритык этим делом заниматься. Давайте время для того, чтобы вот этот период переходный был для растений, чтобы они могли уже перейти в другую стадию. А Луна без курса – это время очень нехорошее для того, чтобы начинать или продолжать какое-то дело. Поэтому, пожалуйста, учтите эти подсказочки. Луна для дома и для здоровья с 10 по 14 ноября 2022 года. Время киевское. Мы всегда вначале говорим об энергиях. Позади у нас очень сложный коридор затмений, но энергии полного лунного затмения 8 ноября 2022 года еще будут ощущаться до конца месяца. Плюс ко всему у нас ретроградный Марс. Далее очень сложные напряженные энергии. Это Сатурн в квадрате к Урану. Поэтому начинать какие-либо дела, новые проекты, какие-то документы подписывать в это время нельзя. Потом будете переделывать, жалеть, лучше готовиться, изучать какие-то моменты и собирать эту всю информацию. Ну а придет время, когда Марс будет уже не ретроградный, тогда уже можно будет в декабре какие-то определенные периоды использовать, а лучше уже в начале следующего года. Далее, что касается покупок. А покупки, ретроградный Марс не прощает покупки, в которых есть металл, металлические части, какие-то элементы. Поэтому если там у вас что-то вы будете покупать, такие крупные товары, и там нету металла, металлических каких-то запчастей, это можно покупать. Но все равно лучше перенести крупные покупки на более поздний период. Очень сложное это время. Ну а теперь перейдем к нашим важным делам по дому. В Близнецах 10-11 печка будет нормально гореть. Это если у вас не первая растопка, то ветер дает, стихия воздуха дает хороший огонь, поэтому протапливайте, здесь проблем не будет. Но зато сейчас мы об этом поговорим чуть позже. Давайте с близнецами разберемся. Стричь волосы в близнецах не рекомендуется, стрижка ногтей можно. Покраска волос только органическими различными красками, но ни в коем случае не химические. Горят волосы. Мыть волосы прекрасно. Уход за кожей, клеточки заняты дыханием, поэтому питательные крема не дают пользы. Очистка кожи продолжается, там у нас убывающая луна. Очищение организма в близнецах не проводим. В рукоделии тоже неэффективно и качества не будет. Далее. Тесто нужно добавлять чуть-чуть больше жидкости или уменьшать количество муки. Стирка и уборка в близнецах убывающая луна пройдет неплохо, но это не генеральная уборка. Перенесем на выходные. А сейчас мы как раз будем о выходных говорить. Суббота и воскресенье. Ну, понедельник у нас уже будет здесь энергии льва. Поэтому на субботу и воскресенье что мы можем запланировать? Давайте с печки.
Печка, даже если протапливали, будет дым. Может быть, вечером во льве только 14, но днем, смотрите внимательно, будет дым назад валить. Внимательно. Стрижка волос в знаке рак не рекомендуется. Только вот 14 после 15 часов можно. Во льве прекрасно получится. Стрижка ногтей тоже не рекомендуется после 15 часов 14. Покраска волос бесполезно это дело заниматься. И тем более здесь у нас переход, и рак, и лев не подходят для покраски волос, поэтому пишу нет. Мытье волос в знаке рак нельзя, только после 15 часов уже во льве. Хорошее, качественное будет мытье волос, и не будет перхоти после этого. Уход за кожей. Это время как раз хорошее, но до 12 часов 14 до 12 часов 14 ноября вот это можно делать, эти питательные крема наносить на кожу. Очистка кожи продолжается, очищение организма нормально в знаке рак. Рукоделие очень не очень хорошее время, очень сложный период для этого дела. Для теста. Тесто плывет, ведет, как кто называет. Нужно уменьшать количество жидкости. Ну вот это нужно сделать вот до 14 до 12 часов, а затем работает энергия льва. Здесь вот переходное время будет нормально. Все по рецепту получится хорошо. А вот стирка суббота-воскресенье и уборка генеральную можно делать 12 и 13 ноября. Ну, если не завершите, то до обеда еще хорошая, качественная будет и стирка, и уборка 14. А вот с работами по ремонту и проветриванию вещей в знаке рак лучше 12, 13, 14 не делать. А вот ремонт и проветривание вещей в близнецах это можно делать. Но снова же, будьте внимательны, прогнозы смотрите. В близнецах стихия воздуха иногда приносит, особенно сейчас, приносит различные циклоны. Так что будьте внимательны. Вот такой у нас сегодня интересный информационный итог того, что мы можем сделать и какие энергии нам будут помогать в важных делах в доме и с нашим телом. А теперь немного больше информации о нашем здоровье, на что нужно обратить внимание. Итак, 10 и 11 ноября 2022 года убывающая луна в знаке Близнецы, а в Близнецах уязвимые легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная, нервная и дыхательная системы. В этот период нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, трахее и языке. В это время обостряются заболевания ОРВИ, астмы, ларингитов, пневмонии, плевриты, щитовидной и белочковой желез. Поэтому будьте внимательны, не допускайте переохлаждения. И сейчас гуляют различные вирусы, поэтому постарайтесь избегать массового скопления людей. При убывающей луне в этот период в Близнецах 10-11 возможны операции на глазах, а также плановые ортопедические операции. А теперь рассмотрим 12, 13 и 14 ноября 2022 года. Здесь будут работать энергии знака Рак. А в раке уязвимы грудная клетка, печень, желчный пузырь, желудок, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, пищевод, нервная и пищеварительная системы. Будьте внимательны, снова же продолжается обострение различных простудных заболеваний. Ну и дает о себе знать ревматизм. С 12 по 14 включительно ноября 2022 года при Луне в знаке Рак нельзя проводить операции на органах дыхания, на грудной области, на желудке, на печени, на пищеводе, на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах. Кстати, в этот период, кроме простудных заболеваний, также опасно, если болеете диабетом, может дать о себе язва желудка, а также
чувствительные к изжоге, тоже будьте внимательны. Возможно, в это время, благоприятное время для операций, лечения, программ восстановления зубов, костей, суставов, артритов и артрозов, радикулитов, желчного пузыря и межпозвонковых грыж. Да, и, кстати, в этот период очень хорошо проходит заживление переломов. Ну и я хочу вас всех попросить, внимательно послушайте меня. Вы пишете и требуете, когда вам удалять зубы, когда вам что-то, операцию делать. Для этого есть астрологи и есть личная карта. Поэтому обращайтесь к астрологам, который вам подскажет, что именно вам и когда вам эффективно проводить с вашим телом, с вашим организмом. Потому что я даю общие рекомендации, которые вот присущи какому-то определенному знаку, который отвечает за определенные органы человека. Надеюсь, вы меня понимаете. Что ж, мы завершаем сегодняшний выпуск и прощаемся с вами. Этот выпуск, как всегда, подготовили авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик. Всем желаем вам здравия. Здравия вам и вашим родным. Будьте внимательны. Простуды сейчас, вирусы летают, так что не допускайте переохлаждения в этот период. Берегите, пожалуйста, себя и своих родных. Ну, а мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего выпуска. Всего самого доброго. Пока-пока.